пожалуйста. Юлия Глухманюк. Здравствуйте. 2 года назад мама находила в конце своего огорода в деревне подкопанные в корень картошки гусиные яйца раза 2. Отчим сильно пил после этого, а когда завязал и 2 месяца не пил, внезапно погиб. Моя тетя в том же селе нашла в своем огороде, где удобнее подлезать чужому человеку, зарытое гусиное яйцо. И теперь переживает, как бы чего ни случилось. Думаем, в селе колдушка нехорошая есть. Что делать, если обнаружил такую находку? Как аннулировать зло, если это все-таки намеренно было сделано? Спасибо за ваш труд. Помочь вам несложно. Существует определенное слово, которое можно произнести 108 раз, и любое колдовство, которое находится от вас на расстоянии полкилометра в диаметре, будет аннулировано. Но это может быть аннулировано в случае, если человек не служит прямо темным силам, то есть не призывает астральных существ, определенных астральных существ. Но я не думаю, что все-таки такие люди бывают, то есть они считают себя дочерью Антихриста, женой Бабы-Яги или мужем Бабы-Яги, не знаю вообще, что там с ними происходит. Их можно условно назвать людьми-колдунами. Вот таких колдунов, на них вернуть всю магию, которую они поставили, просто так нельзя. Потому что такое колдовство не им возвращается, а идет вначале в астральный мир, и после чего может вернуться и повлиять на вас с плохой стороны. Можно ли как-то это убрать? Мой ответ такой: да. Если вы хотите когда-либо остановить влияние такого колдуна, то сделайте так. Если у вас частный дом, то вам необходимо взять нож какой-нибудь, нарисовать мелом треугольник, представить или сказать, пусть колдун появится, и воткнуть этот нож прямо в середине этого треугольника. Тогда если это дома вы делаете, то можно внутри в квартире воткнуть нож в раму, так чтобы он стоял на протяжении или торчал из рамы вашей оконной на протяжении хотя бы 1,5–2 месяцев. И только после этого можно магию возвращать. Каким образом ее возвращать? Запомните слово. В случае, если поставил обычный человек или обычный кто-то пожелал, плюнул, махнул, я не знаю, или магию навел, яйцо накатал, шприцы подкинул, вольт произвел и так далее. Убрать это можно, произнеся 108 раз определенные слога. Сегодня я хочу вас познакомить с этими слогами. Они звучат так. Этот слог «Тидой дурак». Необходимо сказать «Тидой дурак» 108 раз. Таким образом, любая магия, наведенная на человека ранее, наведенная сейчас, будет полностью уничтожена, и вся магия вернется к тому человеку, который на вас эту магию поставил. Будь то закопанные яйца или еще что-либо. Таким образом, это все устраняется, аннулируется и осознанно возвращается многократно умноженное тому человеку, который это все поставил. Поэтому если вы в маленькой деревне или где-то в доме, потом можете смотреть, кто сломал ногу, у кого глаз выпал и кто перестал ходить на сон. Здравствуйте, Андрей Андреевич, вы говорили, что когда просыпаешься утром, нужно сначала умыться. Да, вначале лицо, после чего руки, или вначале руки, после чего лицо. Если вы считаете, что на вас кто-то влияет, нужно набрать в правую ладошку и вот так за спину брызнуть водичку, потом в левую и тоже назад. Если вы девочка и вечером приходите домой и долго гуляли в короткой юбке, то вас могли тоже сглазить, после чего на протяжении 3, 6 или 9 месяцев такой сглаз может проявиться в виде сыпи на лице или на теле. Это сыпь от того, что вас сглазили. Убрать несложно. Перед тем, как утром пойдете на унитаз, необходимо потерпеть, подойти к водичке, набрать в правую ладонь и брызнуть на левую ногу. В левую ладонь брызнуть на правую, после чего брызнуть через левое, через правое плечо, помыть вот так руки и умыть лицо. Таким образом будет все убрано. А у меня такой вопрос. Часто я просыпаюсь в 4-5 утра в туалет, потом иду досыпать. В какой момент умываться? После первого или после второго? Если я иду в 4-5 утра в туалет, то это первые признаки, что что-то с организмом не так. Потому что человек ночью должен спать.
И что же такое необходимо делать? Необходимо определить, может быть, меньше водички пить, или может не кушать на ночь, или может высокий инсулин, или может у вас там высокая глюкоза. Обратите на это внимание, потому что так происходить не должно. Человек должен засыпать в определенное время и просыпаться утром. Ночью он должен спать. Тем не менее, если там ночью хочется по-маленькому сходить, это может быть заболеваниями почек, если по-большому, это может быть несварение желудка или несварение что-то с кишечником, дисбактериоз, допустим. И это все необходимо вот так устранять. Но, тем не менее, если вы ночью идете и вам необходимо в туалет, то не нужно умываться. Умываться и вот так мыть лицо, руки необходимо перед тем, как вы выйдете в люди, выйдете в свет, выйдете куда-то. Вообще, что это такое? Это, знаете, как очиститься, это как духовное очищение. Также и с мантрами очень часто происходит, и с кодами. Вот для чего человеку читать мантры или для чего человеку читать коды? Это, знаете, как пообщаться с Богом. Это как чистить зубы. То есть человеку необходимо прийти в какую-то норму, в более, наверное, воодухотворенное состояние. Настроить себя на то, чтобы не быть вредным зверем, нервным там, или еще кем-то. Иногда это необходимо. Со временем, когда сознание и чувство привыкает к этому, надобность или потребность в том, чтобы заниматься ежедневно, отпадает. И просто живешь вот естественно, как нормальный, абсолютно нормальный человек. То есть нет необходимости утром заниматься, читать коды и так далее. Основная медитация в такой момент — это медитация просто радуюсь жизни, восхищаюсь от того, что что-то прекрасное в жизни происходит. Когда, допустим, вот я решил, допустим, прийти в супермаркет, и мне говорят, сегодня акция, вы можете совершенно бесплатно выбрать для себя яблоки. И вот там в конце более дешевые яблоки, а здесь в начале более там спелые яблоки. Я думаю, куплю-ка я себе более дешевых яблок, они красивые. Подхожу к более дешевым яблокам, а они все гнилые. И я их набираю целую кучу и говорю, да я порежу их с разных сторон, а потом их поем. Так вот, если у вас если есть каждый день гнилую картошку, гнилые яблоки или орешки с молью, рано или поздно, скорее всего, чем-нибудь заболеете. Это проверено. Если каждый день есть мясо чуть-чуть пропавшее, обязательно заболеете. Доказательство. Новый год. На Новый год все люди и на второй, и на третий день доедают пищу, которая не влазит в холодильник. После этого самое большое количество отравлений как раз и происходит после Нового года, когда люди больше всего обращаются в гастроэнтерологические какие-нибудь клиники, потому что у них отравление. Почему? Потому что оно там бродит все, они принимают антисептик, после этого доедают там позавчерашнюю пищу, которая лежала на столе и целую ночь бродила, или там на третий день, после чего становится плохо. И, конечно же, после новогодние семинары обычно по здоровью провожу, они называются «Как избавить себя от токсического отравления», что такое дисбактериоз и диспепсия и так далее. Я рассказываю, как справиться с бесконечной диареей и так далее. Ну что ж, вернемся к вашей теме. Что же вам делать? Мой вам совет. На свете существует огромное количество нормальных людей. Не спасайте человека, который выпивает и добровольно вышел на этот путь. У вас есть возможность связать свою жизнь с человеком, который сам счастлив, и рядом с ним вы будете счастливыми. Вы свежая душа, не нужно вам из полумя да в ад. Ищите хорошие яблоки. Для хороших яблок мужчине необходимо только хороший внешний вид. Одевайте хорошую одежду, чистую одежду, следите за собой, будьте постриженными, состригайте ногти, хорошо пахнете. Общайтесь с кем-нибудь, обязательно там кому-нибудь назначайте встречи, общайтесь в Вайбере, может быть, с кем-то. Найдите радостную, хорошую, интересную женщину, которая не занимается магией, которую не бросил муж из-за пьянства. Не нужно, вы, Юрий, хороший человек.
каких-либо вот таких вещей связано с энергетически загрязненным пространством и говорит о том, что у кого-то в семье появляется тоска внутренняя. Мой вам совет: для того, чтобы коды эзотерические, шумы эзотерические работали лучше, очистите пространство. Очистите пространство, где находитесь. Как найти элемент загрязнения? Можно ли использовать какие-либо эзотерические практики? Да, можно использовать ясновидение. Необходимо представить, будто всю вашу квартиру вы видите сейчас, как будто в ней выключен свет. И мысленно пройтись по всей квартире. Вот где будет светиться этот предмет, который светится, его необходимо либо энергетически очистить, либо выбросить. Потому что это будет энергетически загрязненный предмет, который необходимо убрать. В случае, если у вас есть возможность и есть дар вот такой, что вы можете это просматривать. Как можно очищать? Я об этом очень подробно рассказываю на первой ступени школы Кайлас, которую вы можете сейчас в данный момент и на следующий год проходить абсолютно бесплатно, используя YouTube канал или мой канал. Я рассказываю там об энергетическом очищении пространства, рассказываю, как сделать так, чтобы длина жизни человека определяется волнами времени. В случае, одна из особенностей людей, которые долго живут, это особенность в их позитивизме. Они стараются во всем плохом найти что-то хорошее. Злюки долго не живут. Вы обижаетесь? Знайте. Когда вы обижаетесь, вы стареете и быстрее умрете. Поэтому, если у вас есть свекруха, которая очень часто обижается, знайте, ничего страшного, она умрет раньше. Вот так жестоко и ужасно. Да. Не нужно обижаться, берегите жизнь. Не нужно злиться, берегите жизнь. Иногда вы обижаетесь на какие-то совершенно ненужные глупые вопросы. У меня когда-то была ситуация с близким человеком. Ну, допустим, там с мамой. И там маме кто-то не так сделал ремонт, и она очень обиделась. И после этого начала плакать, 3 дня плакала. И потом я говорю, ну и мы все переделали. Потом я говорю, мама, зачем тебе это нужно было? Ты же все это время портила себе судьбу ради тех людей, которые для тебя это сделали. Ты же им ничего сделать не смогла. Зачем же нужно было так страдать? Ведь когда мы страдаем, мы укорачиваем свои годы, и это происходит очень быстро. Что от того, что что-то произошло? Старайтесь говорить, да ничего страшного, впереди целая жизнь. Время расставит все на свои места. Зачем вы боитесь с этими страхами, говорите, Бог меня создал, ему виднее, когда я умру, когда я буду, когда наступит конец, поэтому что я буду бояться? Богу виднее, Он меня создал. Вы же верите в Бога, вот пусть Он вам помогает. Я не ученица, но покупала СНГ. Иногда препараты очень хорошо помогают мне и детям. Но у меня ничего не получается, всегда помехи и разочарования. Почему, не знаю. Видите, я могу ответить. Дело в том, что вы даже задавая вопрос, не имеете конкретики. То есть вы мне пишете, у меня ничего не получается. Ничего не получается в чем? То есть у вас не получается готовить, или у вас портится белье, или у вас в чем не получается? Не получается зарабатывать, не получается чувствовать счастье. Какой вопрос? То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что вы не сосредоточены. И вам необходима эзотерика для того, чтобы начать сосредотачиваться. У многих людей в голове хаос. Он и в сердце, и в голове. Они не знают, ничего хотят, ни к чему стремиться, ни что будет завтра. А что будет завтра, может создать вера, говорить себе, скоро будет лучше. А как из хаоса что-то извлечь можно? Никак, если в хаосе много энергии, а вы являетесь источником хаоса. А что может привести к тому, чтобы у человека хаос закончился? Необходимо успокоить энергию. Правда, если энергии много, ее необходимо успокоить. Как? Вы после просыпания не вставайте, а лежите еще час с закрытыми глазами, не шевелясь. Не хватайтесь за телефон, пусть ваше сознание и ваши чувства успокоятся. Не надо никакие медитации там сидячие. Делайте медитацию после сна. Она очень простая. Ложитесь в любую позу, шавасану, или там лежа на боку, я не знаю, там как хотите. И не старайтесь быстро думать о чем-то. Не вскакивайте сразу. Это ваше культовое духовное время. Полежите.
Ничего не говорите, почешитесь, расслабьтесь, пусть вас ничего не беспокоит. Не включайте сразу автоматную очередь своих мозгов. Пусть скажет, мне приятно, еще полежу, ням-ням-ням, чур-чур-чур. Вообще я хочу вам дать совет. Пусть для вас эзотерика является такой некой системой, о которой не нужно трубить, о которой не нужно заявлять, о которой не нужно всем подряд рассказывать, о которой не нужно всем доказывать. Будьте пассивным эзотериком. Делайте так, чтобы особо никто не видел. Делайте так, чтобы там, как правильный профессиональный эзотерик занимается. Там, зашла в туалет, Хридая намахом, клим ширась сваха, сахухавачакахум. Все, вышла уже с ритуальной защитой. Пока никто не видит, села перед телевизором, надо что-нибудь в рот, там, с куском колбасы. Вы же целый день ничего не едите, а когда близкие уходят, нужно отрезать кусок колбасы, и они же голодают. И вы им эзотерически можете передать, чтобы они не голодали, съесть вместо них. Отрезали кусок колбасы, полный рот себе ею набили и начинаете в хорошем настроении жевать и читать мантру. Запечатали пространство, тихонечко что-то поделали и так далее. Не нужно, пусть это будут тайнами. Ни один человек, который меня знает, никогда бы и не подумал, что я один из самых знаменитых эзотериков на постсоветском пространстве. Почему я таким себя считаю? В нашем направлении огромное количество последователей. Уже на сегодняшний день, я недавно смотрел видео свое в 2014 году или в 2012 году, и я там говорю, у меня много последователей за 2 года, почти 10 тысяч человек. Так вот, я могу вам сказать, что у меня много последователей в 2020 году, нас больше 1 миллиона человек. Нас очень много, нас очень много. Есть люди, которые просто слушают, они слушают 1 раз, потом проходит время 2 раз, потом проходит год, они меня находят и подписываются. А тех, которые имеют у себя семинары, их очень много. Спасибо, конечно, разным там системам складчиков и так далее, там огромное количество людей смотрело. С тех пор, как я ваша ученица, моя проблема в отношениях с дочерью. С тех пор, как она сошлась с мужчиной, родила ему 2 девочек, меня выгоняют, если я к ним приезжаю. Живем в разных городах, и старшую внучку настроили против меня. Не нужно заморачиваться. Я сегодня сказал очень хорошие слова. Время расставит все на свои места. Ну, если вас не принимают, то ради любви их можно оставить в покое. И тогда не едьте к ним. Поверьте мне, придет время, и мозги у них прояснятся, они все-таки будут к вам относиться лучше. Отпустите ситуацию. Иногда отпустить ситуацию, перешагните, перелетите ее. Иногда отпустить ситуацию — это самая лучшая возможность. Помогайте им финансово, отправляйте им, несмотря ни на что, 1 раз в неделю или в месяц небольшую сумму денег, если у вас такая возможность есть. Нет возможности, ну тогда желайте им счастья. Утром садитесь, говорите, пусть моему сыну везет в жизни, пусть у него работа будет хорошая, пусть невестке везет в жизни, пусть деткам, пусть никто из них не болеет, пусть скоро у них будет любовь, пусть они маму свою не забывают. Вот так делайте. А что вы можете сделать еще? А вы в бой настроили, надо побороть. Я всех настрою. А потом пишут мне, Дуйко какашка, я тебя ненавижу. Пишут, чтоб ты сдох, собака. А мне неприятно читать, я никому зла не желаю. Кажется, там одна женщина написала, я буквально позавчера читал, одна написала мне там на сайте секты, она написала, вы что, не знаете, Дуйко это секта, вот муж жил со мной, теперь наслушался, Дуйко бросил меня и пошел спасать человечество. Она ошибается. Он бросил ее, потому что мужчины уходят от женщины. Почему? Не знаю. У каждого свои завихрения. А повод? А вот струсил сказать, что она ему перестала нравиться. Струсил сказать. А повод может быть такой. А что Дуйко, он лысый, ему все сойдет. Я из-за Дуйко, все, я тебя бросаю из-за Дуйко. Я пойду спасать человечество. Так Дуйко не рассказывает о спасении человечества. Почему? Дуйко ярко заявляет, что ему вообще все равно. Пусть весь мир в труху, знаете, мне все равно. Мне все равно. Я в Адвайте, я в домике, я живу в своем мире, он у меня прекрасный.
Я не стремлюсь к огромным деньгам, не стремлюсь к маленьким деньгам, вообще ни к чему не стремлюсь. Я стремлюсь обожать свою семью. Я там утром покушал, после этого погладил свою Соню, после этого за ручки походили, вот завтра поедем в магазин, там что-нибудь купим, за ручки вот так. Вот сколько лет живем уже, куча детей совместных, мы за ручки засыпаем, за ручки просыпаемся. Разве это не повод чувствовать себя счастливым человеком? Как по мне, вообще самое большое счастье в жизни — это иметь близких, которых любишь. Там вышел в садочек или там где-нибудь, я не знаю, там так много всего. Книжки можно писать. Вот я сегодня целый день там что-то писал. И допишу, и у меня сегодня целый день такая идея. Допишу и, наверное, сделаю, может, такой подарок. Попробую вам сказать, сейчас скажу, вот сделаю вам подарок на Новый год, опубликую там книжку бесплатно. Потом заколебают, будут мне ночью писать: где книга? Ты шайтан, где книга, я сказала? Срочно отдай книгу, тварюка. Конец будет, потом попробуй не дай. Это ж, как я когда-то сказал, выложу вторую ступень. После этого писали: и что это было? А ну-ка бегом выложил вторую. Ужас какой. Вот люди. Зоя, бывают же такие. Какое эзотерическое значение имеет затмение, коридор затмений? Ранее ответил. Подскажите, когда снятся умершие бабушки и дедушки, после чего часто болею, или ссора в семье происходит, или детки болеют? Это сон как предупреждение? Нет, это у вас настрой на то, чтобы видеть в этом предупреждение. Вообще, когда у вас частые ссоры или частые болезни, это говорит о том, что пространство, в котором вы проживаете, энергетически загрязнено. Для того, чтобы этого не было, обязательно очищайте пространство. Маруша Мурусик, спасибо вам за ваш нелегкий труд. Я ученица и член РТ. Расскажите про слог «ах» в кодах или что-то на него похожее. Что значит? Это слог «восторг», дает человеку радость. Нам, то бишь нам. Вот смотрите. Нам — это значит мне, вам — это значит вам, правильно? Смотрите, что между ними похоже? Вот нам — это слог, привлекающий в жизнь. То есть я буду смотреть на мир и говорить нам. Таким образом буду из мира что-то привлекать. А второй слог — это слог ах, это восхищение. То есть если меня восхищает, то это, смотрите, отличающийся ах слог от слога ох. Ах, то, что восхищает, ох, то, что разочаровывает. Правильно? То есть, если едет дорогая машина, я говорю: ах, какая машина! Ах, какая, я не знаю, там еще кто-то. Или что-то. Собачка. Или ох, какая бабушка. Или ох, какая там. Понимаете? То есть, если ох, то это не нам. А если ах, то нам. Именно поэтому один из таких слогов есть, допустим, в мантрах, часто встречающийся. Это слог нам ах. Нам, то бишь нам, восторг. Таким образом, нам ах — это я получаю восторг. От чего? Пусть жизнь создает для меня восторг. Почему? Чтобы хоть на чуть-чуть стать более везучим. Чтобы хоть на чуть-чуть стать более восторженным. Завтра, кстати, будет сангая, которое я проведу. Это сангая номер 62, да, Жень? Это сангая номер 65. И вот оно будет посвящено как раз накоплению и увеличению радости. И один из ключевых моментов будет практики работы со слогом ах. Вот так будем делать. Віта Маряш. Що можна робити, щоб відновити нюх і смак після ковіду? Дякую. Нужно купить эмбриоспрей, он продается в моей компании в Украине. И брать им и брызгать себе в левое и в правое ухо 2 раза в день. И точно так же в левую и в правую ноздрю. 4 дня и нюх и вкус восстановятся. Татьяна Щеглова. Здравствуйте. Если человек осознал, что на протяжении жизни зло... что он чудовище. Зачем вы так? Если человек осознал, что он чудовище, творил на протяжении жизни зло, был эгоистом и ощущает огромное чувство вины перед близкими, особенно перед собственным ребенком, кто же ему это? Вы разрушили человека. Это же как ему теперь жить? Это как Рубик. Убрали середину, и все вокруг этого рассыпется.
Скажите, пожалуйста, есть ли шанс у такого человека выровнять судьбу, очистить карму ребенку или свою, искупить вину, получить право на новую счастливую жизнь, стать на путь духовного роста? Заранее огромное спасибо, спасибо вам за ответ. Да, да. Осознание и неповторение ошибок и есть новый виток и новая жизнь для этого человека. Не нужно считать, что там карма, ребенок и так далее. Все будет нормально. Поэтому можно ли как-то ускорить этот процесс? Вот такой вопрос. Можно ускорить. Каким образом? Быть примером. Быть примером благочестия, быть примером проявленной доброты, быть примером восторженного счастья, быть примером радости, быть примером для того ребенка или для тех детей, которые живут, чтобы они брали пример. Ведь человек, он хороший или плохой не из-за того, что он хорошо или плохо с кем-то разговаривает. Я часто вижу хороших политиков, которые привели страну к тому, чтобы $2,5 в день тратили люди на еду, знаете, которые умирают от голода, скорее всего, и не имеют возможности купить себе одежду. И они очень хорошо выступают, они хорошие люди, они добрые люди и так далее. Но почему же они такие хорошие? Но дело в том, что есть еще один пункт, который делает человека хорошим. Этот пункт, на который очень часто люди не обращают внимания. Это поступки человека. Не то, что он изменился, отлично. Нужно теперь изменить поступки. Если поступки будут хорошими, значит человек изменился. Я знаю миллионы людей, которые каются там, мы грешные, прости Господи, приходят домой и говорят: ты падла, чтоб ты сдохла, я тебя ненавижу, и там, чтоб ты подавился вообще, я тебя всю жизнь растила, теперь ты не должен или должен, я тут за вас молюсь целый день, а вы вот такие сволочи и так далее. Я это вижу. Они каются и после этого поступками создают, наоборот, еще худшие условия для близких. Не нужно раскаиваться, не нужно говорить, не нужно убеждать. Делайте поступки. Поступки есть то, что делает человека без слов, хорошим или плохим. А вот говорить: ой, я такой хороший, я такой хороший, я такой добрый, я такой, потом детей обижать дома, бить их там, жену деспотировать, там с утра до ночи нервничать, орать вот так вот в лицо и плеваться на кого-то, издеваться, писать письма плохие, жаловаться, критиковать, выпускать пар свой постоянно где-то среди людей. Эти поступки, конечно же, недостойны. Мне нравятся очень верующие люди. Очень часто даже, смотрите, верующие люди, допустим, какой-нибудь религии, там у них сказано о том, что верующий человек — это человек, который должен быть примером. Верующий человек — это тот, который не будет критиковать, не будет обижать и не будет ненавидеть. Даже на боль любую будет реагировать с позиции адвайты. То есть если ударили в одну, подставь другую. И так далее, знаете. То есть кем был Иисус Христос, допустим? Иисус Христос был проявлением абсолютной доброты и добродетели к людям, абсолютного самопожертвования. О каком самопожертвовании могут говорить руководители религиозных христианских течений, которые, выступая, говорят о ненависти, о том, что необходимо необходимо ругают людей, о том, что нетерпимость проявляют свою. Ну, что это такое? Такая религия должна сделать человеком образцом. Есть ли такие люди? Конечно, они есть, несомненно. Есть образцы религиозных воздвижников христианства. Есть обычные семьи, которые, допустим, прожили. Вот в Канаде есть семьи русских людей, которые во времена большевиков, когда большевики и меньшевики начали преследовать религию, они в эти времена эмигрировали в Канаду. И там в Канаде живут. Они до сих пор исповедуют свою религию. Они примеры благочестия, верности, следуют своей религии. Вот пусть такая религия будет. Она вот в таком виде прекрасная. Она в таком виде идеальная и прекрасная.
Там видно радость, видно уважение, видно любовь, видно желание человека для многих что-либо создавать. Это прекрасно. Я видел таких людей в Египте, это люди, которые исповедуют ислам, и которые в Турции видел таких людей, которые исповедуют ислам, и которые просто показатели благочестия. То есть они накормят людей, они помогают людям, они содержат там детские дома, они помогают там покупать препараты в больнице, они помогают и дают даже больше, если у кого-то там в семье или у кого-то там плохо, это директора или владельцы заводов. Хорошие люди. Ну а есть и всякое бывает. А что? Елена, что в нас принимает решение, мозг или сознание? Или они разделимы? Сознание и мозг между собой связаны, но они могут быть отдельными друг от друга, и мозг, и сознание. Кто принимает решение? Очень часто чувства влияют, и гормоны влияют на принятие решения. Так вот, правильное решение — это когда нет чувств и когда нет гормонов. Поэтому после постели, любит он меня или нет, не можете не отвечать. Или после того, когда он говорит: я тебя обожаю, займи мне денег, я могу вам гарантировать, что вы займете. Если мужчина переспал с женщиной, после этого гладил ее целую ночь, а утром сказал: ты моя любовь, и после этого она говорит: ой, у меня есть небольшие сбережения, $7000, он ей говорит: ой, ты такая хорошая, слушай, у меня тут такая идея есть, займи мне быстренько на 1 месяц $3000. И вот она ему занимает деньги, а он через месяц ей не отдает. И с ней не встречается. Она говорит: ну, Коля, когда ж ты мне отдашь? Пусть меня все Коля извинят. Или там: Костя, когда ж ты мне отдашь деньги? А он не берет трубку. Это печально, конечно, выглядит все. Но кто ее обманул? Ведь она знала, что у Кости этого нет денег. Ее обманула морковка и его теплые слова. Они растопили сердце. И вот чувства возникшие, нужно там, кто нас воспитал так? Книжки, знаете, книжки нас так воспитали, и это неплохо, пусть так будет. Который говорит: главное прислушиваться к своему сердцу. Сердце больше всех обманывает. Уже знаете, как МММ обманула всех, причем там нужно было слушать свое сердце. Нужно прислушаться к интуиции, к своему сердцу. Нет, надо прислушаться к здравому рассудку и к маме. Почему? С мамой не спали. Маме никто хорошие слова не говорил. Поэтому если мама рядом находится с вами, то ей надо сказать: Костя хочет деньги занять. Мама, можно? Она скажет: что с ума сошла, что ли? И скажет: Костя, больше к нам не приходи. Ты смотри, какой конь. Еще не успел предложение сделать, уже деньги выкачивает. Альфансяка. Ну ладно, продолжим. Наверное, вы слышали о таком феномене, как состояние Зои. Да. В 1956 году в Самаре, тогда Куйбышеве, мама рассказывала, что мой дед служил тогда в конной милиции и стоял в оцепенении дома, где стояла Зоя, не допуская туда людей. Что это было? Правда это или искусственная фальсификация? Это искусственная фальсификация. Как могла девушка танцевать с Николаем Чудотворцем, окаменеть? Вся система верований и уверований очень часто связана с колоссальными элементами фальсификации. Таким образом, власть имущие, даже религиозная власть имущие, стараются таким образом удержать в своем внимании большую паству для того, чтобы в дальнейшем на этом зарабатывать. Сори, что я это говорю. Конечно же, сразу же кто-то скажет: но они же не могут без денег жить. Ну да, они не могут без денег жить, но они же могут не так сильно кутить и быть более скромными. Согласитесь, можно быть более скромными. Ведь в стране, где бабушки получают где бабушки тратят $2,5 в день на еду, строить такие воззвания стоимостью в миллионы долларов, мне кажется, это очень неэтично и не экологично по отношению к людям. Может, я что-то неправильно понимаю? Но все-таки по поводу Зои, которая окаменела, не могу сказать. Ничего понятия не имею, не знаю. Окаменел, возможно.
Но я думаю, что в случае, если человек окаменел, то это потеря жизни, и это не идет от добра. Бог создает людей для того, чтобы они прожили, и пожили радостно до старости, вкушая плоды созданной Его для них жизни в красоте и радости. А в случае, если человек жил, был здоров, радостен и после этого окаменел, то, наверное, все-таки это не очень конструктивные силы сделали. Забрать жизнь. Обычно говорят, что забирают жизнь, прекращая жизнь человека. Это нехорошо. Аня Тутус. Тутус? Да вы что? Тутус асинкуты в переводе с латыни это вечная жизнь. Тутус асинкуты. Анна Тутус, Анна вечная. Ух ты ж, хорошая заявка. Очень рада вам и вашей школе. Подскажите, уже почти 3 года меня преследуют цифры 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Вы все перечислили. 7-7, 8-8, 9-9, 0-0, 0-1-0-1, 5-5, 8-8, 9-9. Вы забыли. 44, 44, 77, 77, 73, 23, 23, 77, 32, 23, 55, 56 и так далее. Что это такое? Это, скорее всего, предсказания вашей жизни. Как их можно воспринимать? Обучаю, хотите, вас научу. В случае, если у вас идет 1-1 везде или идут на часах 23-90, там 93, то и там в плюсе это все единица, допустим 10 получилось, и это в плюсе все единица, то это говорит о том, что есть внимание обратить на свое здоровье. Если двойка, что-то добавится. Если тройка, решится какой-то вопрос в бизнесе. Если четверка, какие-то решения будут в семье хорошие. Если пятерка, то это говорит о том, что добавятся деньги. Если шестерка, какой-нибудь может появиться скандальчик, на который нужно обратить внимание. Семерка, необходимо эгоизм свой немножечко принять, потому что и не хвастаться, иначе на вас обращают внимание. Восьмерка говорит о том, что прибавится, видимо, у вас кто-то в семье, позвонит, кто-то письма получите. Девятка, столкнетесь с деспотом. Десятка это единица. Девятка это еще и может быть отдых, то есть вам нужно расслабиться, лечь, принять ванну и не уставать со всеми. Уважаемая Анна, Ваджа Дуйко, нужно начитывать защитную мантру? Нет, не нужно. Татьяна Петкова, подскажите, прививки от COVID-19, прививки нужно делать или это просто прививки и еще что-то другое? Я бы не рекомендовал делать прививки от COVID-19, но кто такой я? Я вас прошу. Делайте, конечно. Если вы хотите, вы что, меня сталкиваете лбом с целой системой? То есть, если я сейчас, делайте обязательно. Вы что? Обязательно прямо идите сейчас делайте. Вы что, еще не делали? Все должны сделать прививки с завтрашнего дня, идите все делайте. Я причем вообще к прививкам. Есть целые системы. Это, допустим, там государственная система решила заработать деньги. После этого она же не раздала эти прививки, а хочет их продать. И после этого они выделили из бюджета и должны в бюджет положить. И тут находится Дуйко, который начинает трубить каждый день. Не делайте, не делайте, не делайте. Он блогер. Его слушают тысячи людей. Эти люди не сделают. А государство недополучит финансы. Тогда я перешел границы или перешел дорогу. Кому? А вы меня компрометируете. Разве можно так поступать с человеком, который хорошо относится к людям? Ай-яй-яй. Я приобрела семинар «Быстрое замужество», когда мне сказали, что я могу помочь своей младшей дочери найти единственное. Теперь у меня вопрос, я могу его пройти для нее? Да. Я замужем давно, было 37 лет вместе, или она сама должна пройти? Она может пройти тоже, можете ей дать, пусть проходит. Елена Пиццатси. Я пока не разбираюсь во всем, но стараюсь все делать правильно в вашей школе. Но пока. Не могу купить что-то в этом, виновата сама. А вопрос у меня такой. Мне сейчас делают химиотерапию. У меня в крови я не смогу выздороветь. Если вы можете ответить, хорошо. Если нет, ничего. Я хочу, чтобы вы знали, очень помогли. Вы выздоровите. Выздоровите. Можете не сомневаться. Вы не умираете.
Что делать, чтобы ребенок ел и пил, что нужно и полезно для них? Расскажите, пожалуйста, может практика, не хочется ребенка заставить. Огромное спасибо. Возьмите обыкновенный гранат, высыпьте из него семечки и засушите кожуру. Сделайте из нее порошок, заваривайте как чай, 1 чайную ложку на стакан воды горячей. Добавляйте мед, поите ребенка. После этого он съест у вас все, что у вас есть в холодильнике. Потому что вот такие не грейпфрутовые, а гранатовые корки, они очень эффективно влияют на увеличение огня пищеварительного тракта. И ребенок захочет и поправляться, и есть, и там такой голод аж будет. Жанна Рогатовская. Когда я смотрю фильмы или вижу какие-то ситуации, где люди плачут отчасти или наоборот, а наоборот, скорее всего, смеются. Я начинаю сопереживать тоже. Слезы выступают. Плохо ли это? Нет, это у всех людей так. Если да, как это сдерживать в себе эти эмоции? Зачем? Фильмы и созданы для того, чтобы ревели. Женщинам плакать нужно, и мужчинам, в общем-то, тоже. Почему? Это не напрасно. Почему? Дети много плачут. Почему? Потому что они очищают карму своего рода. Взрослые могут плакать. Почему? Они могут очищать карму рода. Если вам горько по поводу того, что ваш сын пьет или принимает наркотики, сядьте и выплачьте его. Сложите ручки так и думайте о нем. И вот плохо, и у него не получается, и наркотики принимает, и плачьте. Если вы выплачете, то бросит. Это одна из систем, она так работает. Здравствуйте, что дает эзотерическое умение говорить наоборот? Что дает это талант? Ничего, не дает ничего. Елена Лесна, на праздник хочется выпить шампанского, также для удачи на будущий год. Хочется сделать какие-нибудь практики. Можно ли совместить или лучше не? Как это не надо? Надо. Конечно, надо обязательно напиться. Дети мои, омахумхахры. Давайте я сейчас для вас тут мантру прочитаю. Ом Агом, Бантаре Гуру Падмасит Тихом. И подарить всем по $100. И сказать, плюсую к $100, много денег, много имущества и так далее. Таким образом, сделайте вот такой обряд. Ну а как же без хорошего настроения? Зачем нужен алкоголь? Алкоголь полезен для хорошего настроения в первый день. Но минус есть какой? Второй день. На второй день настроение не очень. Елена Лисна. На праздник хочется выпить шампанского. Правильно делаете. Раз оно создано, то можно его пить. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, если ребенку 10... Здесь, знаете, такой тоже вопрос немножко с выворотом. Возможно, вы сейчас задаете этот вопрос, а дома муж вас закодировал, и вы 10 лет не пьете. Но слушайте Дуйко. А теперь мужу скажете, мне, между прочим, Дуйко сказал, что можно выпить шампанского. И у вас начинается, а потом не может закончиться. Так вот, можно выпить тем, у кого продолжение отсутствует. И нельзя пить тем, у кого продолжения нет. У кого продолжение, вернее, не заканчивается. Тут сейчас начнется. А мне Дуйко сказал. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Па-пара-па-па-па-ра-ра-ра-ра. Я очень хочу дом. Почему же у меня дома нет? Потому что если тебе дом дать, ты перестанешь работать. Ты перестанешь много читать, ты перестанешь шевелиться. А жизнь это движение. Почему мужа нет? Потому что если дать тебе мужа, то ты перестанешь работать. Ты перестанешь чего-то добиваться. Ты станешь круглой большой тетей тюленем. И будешь дома лежать. Пилить этого мужа, а сейчас ты хорошая женщина, страдаешь только по поводу мужа. А так будешь страдать по поводу вообще всего. Нету у нас, есть, задолбал, не работает, чавкает, носки бросает, дети не умываются, в школу ходят плохо. А так мужа нет проблем, каждый день счастья, все. Каждый день счастья есть к чему стремиться. Что у меня мужа нет, зато ты хорошая, много работаешь, к чему-то стремишься, ура. Дай тебе мужа, станешь большой, страшной. А так ты прекрасная, красивая женщина, всегда с хорошим настроением. А так муж появился, везде носки бросает, везде там вредничает. Тебя бесит, вас бесит каждый день. После этого муж появился, а у вас постоянно такое лицо будет. Да задолбал, ты сколько можно. Не, ну вы же о нем мечтали. Оксана Ефанова. Добрый день, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, как можно повлиять на сына, который может эзотерически, чтобы он был
перестал брать микрозаймы. Я не понимаю, что с ним и для чего это нужно. Когда разговариваю с ним, вроде осознает и обещает, что больше не повторится такого, но это через короткое время снова повторяется. Спасибо за ответ. Человек берет микрозаймы в тот момент, когда он не может заработать. И здесь нужно к этому с этой позиции и подходить. Либо дать человеку возможности зарабатывать каким-то образом, либо второй вариант, как эзотерически повлиять. Эзотерически только методами выпрашивания. Я когда-то давал это на первой и старой обновленной ступени. Это когда человек складывает вот так руки и начинает произносить слова: пусть у тебя каждая дверь откроется, пусть у тебя там в жизни успех появляется, пусть у тебя всегда там появляются деньги, пусть у тебя будут хорошие знакомые и так далее. Недооцененный вот такой вот эзотерический метод, я его рекомендую использовать всем, у кого есть сходная вот такая проблема. Ну и я думаю, что решить такой вопрос можно. В вашем случае, конечно же, будет нелегко, но считаю, что, используя данный метод, все-таки у вас может получиться. Если вы ученица школы, зачем вы ходите к колдунам и ясновидящим? Зачем? Вы мне можете сказать, зачем? Что вы, у вас же есть Таро, погадайте себе, у вас там есть какие-то методы снятия информации, вы нумеролог, рассчитайте себя. Зачем вы пользуетесь информацией какой-то еще? Объясните мне просто вот искренне непонятно. Непонятна мотивация этих людей, которые предсказывают судьбу другим людям, занимаются нумерологией, могут просчитать себя и после этого свою судьбу или еще что-то, причем успешно, и после этого начинают ходить к таким людям. Что вы хотите у них услышать? Объясните мне. Что вы хотите услышать? Я могу вам сказать, что вы можете услышать. Обычно, попадая к такому человеку, вы должны знать, что такой человек ставит на первое место возможность заработать на другом человеке. Я прав? То есть человек, который говорит: я предскажу вам судьбу, какая у него задача? Заработать на вас. Каким образом? Нагородить вам, что у вас будет все очень плохо, и он может решить. Поставить какую-нибудь проблему или рассказать о какой-нибудь проблеме, которую он в дальнейшем может решить. И обычно это выглядит так. Это выманивание денег, выпрашивание денег, даже шантаж. Даже шантаж с угрозами, что тебе ничего не поможет, и переход на личности, что вот обычно еще и начинают рассказывать: вот у меня любовник, или вот у меня там сын, и начинается: все, твой муж узнает, и там тебе будет плохо, твой сын обязательно умрет, твой сын, ты не гадай, если хочешь гадать, то не делай так. Во-первых, я хочу вам сказать, что ходить к таким людям не нужно. Второе, если вам это нравится и вам приносит это деньги, вас не мучает совесть, то занимайтесь этим для себя и занимайтесь этим как бизнесом. Конечно же, это делайте. По поводу светлых сил и темных, то человек выбирает для себя сам, на какой стадии находиться. Вот в вашем случае ясновидящий от темных сил. Почему? Дело в том, что существуют ясновидящие тьмы, ясновидящие света. Это, кстати, я прямо сейчас придумал классификацию. Ну вот. Так вот. Существует классификация, которую я сегодня придумал. Это ясновидящее от света, ясновидящее от тьмы. И в случае, если ясновидящее от света, то он 100% предсказывает только хорошие события. А если от тьмы, то только плохие. Вот как в вашем случае. Он предсказал только плохие события. Нет, чтобы сказать: нет, ты говори только хорошее, и тогда в твоей жизни появится счастье. А так, это все от тьмы там, и так далее. Вообще тьма заключается в том, что человек не видит радости в жизни. А если он своей радости не видит, то не может рассмотреть ее и у другого человека. Поэтому вот такой, знаете, есть история, ее когда-нибудь опубликую. Представьте себе огромный оперный театр, и там идет какая-нибудь опера, Офелия, допустим, там Вагнера, и после чего, или Аида Вагнера, и после чего, почему Вагнера, слушайте, ну да ладно, и идет какая-нибудь опера, и вы, ну не вы, а человек первый раз в своей жизни решил посмотреть эту оперу. И он настолько удивлен, ему настолько приятно, его переполняют радость и удовольствие от увиденного. И в этот момент он хочет похлопать в конце этой оперы, он хочет похлопать в свои ладони. То есть пробует это сделать, а у него нет рук и нечем хлопать. Пробует закричать ура, а рта нет.
пробует там, я не знаю, что-то сделать и ничего не может сделать. Но есть только попа. И вот он тужится и очень громко на весь зал пукает, создавая очень много шума и так далее. Все начинают возмущаться. Так и в нашей жизни. Так и в нашей жизни бывают такие люди, которые искренне хотят чувствовать радость, искренне хотят проявить свою радость, искренне хотят быть даже хорошими, искренне, но они могут только пукать. И никак по-другому, потому что их жизнь не научила. Они родились, и где-то они должны поработать над тем, чтобы у них появились вот эти задатки верности, задатки радости, желания видеть что-то прекрасное, чтобы вот эти семена, они проросли в человеке. Ну, знаете, какое большое количество людей нуждаются в том, чтобы их, наверное, сердца проросли в этот окружающий мир. Знаете, чем отличаются люди? Вот смотрите, один человек проснулся. Один человек проснулся и говорит: ой, мне так тепло, хорошо. Рядом жена лежит: ой, какая она красивая. После этого встал, вот это я свой день сегодняшний описываю. После этого вышел, там детки, каждого из детей поцеловал, такие красивые. Там смотрю на этих детей, они красивые, смотрю на жену, она милая, смотрю в окошко, в окошке осень, вороны летают, знаете, жизнь продолжается, и я живой. Живой, пошел в ванну зубы чистить, и зубы есть, ура! Знаете, и жировые отложения, это говорит о том, что все-таки, если все умрут, то я еще проживу. Одним словом, радости много, вы представляете, мы просто ее должны раскопать в себе. И другой вариант. Проснулся, и все очень плохо, и штаны не так лежат, свет не так горит, жена не той стороной повернулась. Почему она не расчесанная? Она просыпается и: ты что такая не расчесанная? Ну, я не знаю, ты вечно не расчесанная, и вечно у нас везде все грязно, и вот это у нас не так. Что, у нас уже есть нечего? Никто не приготовил завтрак. Кто будет завтрак готовить? Я тут батрачу, а завтрака нету. Она ходит и думает: ну и придурок. Ну вот это я, за что его полюбила, ярко выраженного человека. И после этого у человека появляется, вот он недоумевает, знаете, там женщин, а она ложилась и думала: какой он милый, какой он хороший, ему так благодарна. И он домой денежку приносит, это же он все для семьи делает и так далее. И ему ничего не мешает, но вот он рожден с тем, чтобы утром проснуться и быть врединой. Так вот, многим людям нужно выращивать в себе вот это качество, находить хоть немножечко в себе эти ростки радования, хоть немножечко находить в себе вот элементы этой радости. Знаете, я вот когда-то говорил на родительском собрании у своего ребенка, там один из родителей говорит: а я вот научил своего ребенка драться и бить всех остальных детей, потому что мы должны воспитывать человека быть воином. Я говорю: не, ну мы что, варяги какие-то? Или мы живем вообще в каком-то первобытном обществе, и нам для того, чтобы завладеть женщиной, нужно огромному количеству мужчин зубы выбить? Слушайте, я думаю, что мир так устроен, он и так может научить всему плохому. Я говорю: а давайте пойдем другим путем. И будем наоборот в детях воспитывать культуру, и будем из детей делать милосердных, добрых и очень хороших людей. Потому что мир, он устроен по принципу выживания, и злу этот мир и так любого человека научит. Зачем нам обучать еще злу? Давайте обучать прекрасному, давайте обучать видению того, что человек может хотя бы с собой справиться. А так вот он же для себя хороший такой мужчина, он встает и все знают, что он хороший. Кстати, совет для женщин или для мужчин. Если вы живете с мужчиной или с женщиной, у которых временный заскок, не обращайте внимания. Говорите: там меня все равно любят, все нормально. Почему? Заскоки будут всегда, это планеты там влияют и так далее, гормоны ударяют. Все в порядке. Вообще хочу дать совет. Если мужчина ругается, говорите: да, любимый, как скажешь, любимый, и все время восхищается, говорит: какой ты молодец. А если женщина возмущается, выслушиваете ее, но не забывайте после этого обязательно подойти ее, обнять и поцеловать. Почему? Потому что если женщина ругается, она хочет внимания, она хочет объединить всех. А если мужчина ругается, то он требует, чтобы ему все подчинялись. Хочет подчинения, хорошо, так и говорить: хорошо, любимый, как скажешь, любимый, ты такой сильный.
Вот это ты даешь. Вот так нужно, а не обижаться. Я считаю, что самое безумное, что может придумать человек, это без конца обижаться на других людей и без конца дуться. Я считаю, что это люди, которых воспитала гитлеровская Германия. И это фашисты. Почему? Нельзя обижаться. Во-первых, человек не понимает, на что обижается. Во-вторых, он забывает, что он такое сделал. В-третьих, никто ничего не понимает. Смысл получается обижаться. Я считаю, что если кто-то кричит, просто отворачивайтесь, как будто это не с вами происходит. После этого считаете раз, два, три, четыре, и после 40 говорите: ой, слушай, какой ты молодец. Я так... Если человек говорит: да, ты была не права, говорите: да, я была не права, все. Он говорит: да с тобой даже поругаться нечем. Он говорит: как же я люблю, когда ты вот такой нервный. Я вас научу жизни, за жизнь, как говорю. Итак, сегодня у нас появилась идея такая, которая называется идея черных и белых магов. Давайте мы все-таки запомним. Итак, а ну-ка сосредоточьтесь, на какой стороне мира вы сейчас находитесь? На черной стороне мира или на белой? Если вы находитесь на белой стороне мира, то каждый день себе говорите такие слова: от чего в данный момент я могу получать удовольствие? Одна женщина когда-то мне написала: Сталина на тебя нету, так бы мы тебя расстреляли. То есть она со Сталином бы меня расстреляла. Фу, слава богу, Сталина нет. Не хотелось бы быть расстрелянным. Я извинился перед ней и сказал: ну извините, если вы считаете, что Сталина на меня нет, тогда мне придется жить, поэтому вам придется терпеть или все-таки не терпеть. Но и к чему я это говорю? Я хочу вам сказать: нет на вас Африки. Потому что если человек говорит: у меня все плохо, ему нужно поехать в Зимбабве или в Сенегал, и тогда он поймет, что может быть хуже. Почему? Есть такие страны, где у людей нет воды, негде смыться, некуда ходить в туалет. У этих людей все очень плохо. Если мы живем где-то и в общем-то у нас есть, как там у Цоя было, и сигареты, и там и билеты и так далее, то все в общем-то не так уж плохо. Поэтому хочу вот вас заверить: если человек приобретает для себя желание видеть в своей жизни хоть какую-то маломальскую радость и воспитывает в себе эти желания, то в дальнейшем он 100% будет очень счастливым человеком. Нет, не так это работает. Обмануть, забрать, убить — это все не приводит к счастью. Потому что, как сказано было в конфуцианстве в свое время, о неком существе, которое имеет маленькую голову, так как оно не думает, и большое туловище ему всегда мало, это как бы прообраз существующей цивилизации. Я могу вам сказать, что хотим мы или нет, путь к высокой духовности или путь к духовному становлению человека, он все равно должен быть путем, в котором человек находит возможность радости, то есть микрорадости. И обучение этому очень необходимый вариант. Сразу же пойдут такие люди, которые начнут говорить: а как нам его научить? Не нужно учить кого-то, начните учить себя, так как человек, который находится рядом с другим человеком, своим примером очень часто показывает и очень часто изменяет того человека, который рядом с ним живет. Дорогие друзья, вот это да. Как там говорил Андрей Данилко: что я гоню, да? Ольга Рудая: здравствуйте, Андрей Андрей, спасибо большое за невероятные скидки. Пожалуйста. У меня вопрос такой: мне как адвокату подходят для выигрывания в суде дел в отношении клиентов все практики, коды и символы, знаки для выигрыша в суде, если практики, обряды лично для людей, у которых судебные тяжбы, тогда можно применять для адвоката? Да. Спасибо за марафон 2. Постепенно мои американские финансовые горки выравниваются. Фуф, ура. Дана Салт: здравствуйте, подскажите, как помочь эзотерически человеку выйти из затяжной хронической депрессии? Спасибо вам большое за все. Если вы хотите помочь человеку это сделать, выполняйте вот такие обряды. Представляйте, будто из этого человека идет фонтан в небо, как будто из головы прям фонтан воды. Второй вариант: представляйте, будто в глазах у этого человека 2 сигареты, которые горят. Тушите эти сигареты. Третий вариант: представляйте, будто у этого человека, будто вы этого человека вытягиваете из ямы, где огонь, и засыпаете этот огонь.
Пятое из практик 4 и 5 ступени: поднимайте этому человеку тона. Шестое: найдите или купите мой семинар, который называется 3 и 4 ступень школы Кайлас. Там я объясняю, как тона поднимать, или заклинание Дуйко. И представляя этого человека перед собой, ставьте на нем заклинание или ставьте на нем коды и читайте для него коды для лечения хронической затяжной депрессии. Какие там есть слова для лечения и депрессии, и нервных состояний и так далее. Это трявсык, припутав и кыстеплово. Таким образом можно представить человека и читать как мантру: трявсык, кыстеплово, припутав. Припутав, трявсык, кыстеплово. Любовь Осипова. Андрей Андреевич, пожалуйста, как и когда надо правильно пить яичную скорлупу и как пользоваться символом безопасности за рулем? Символ безопасности за рулем прицепите в машине. А яичную скорлупу необходимо принимать тем людям, у кого есть аутоиммунный тиреоидит, раз. Второе: полиомиелит или же остеопороз. Принимать необходимо при любых аутоиммунных заболеваниях. Желательно такую кожуру или вот такую скорлупу смешивать с изюмом, либо с облепихой, либо с черникой, либо с черной смородиной. Напополам принимать по чайной ложке 2 раза в день. Это заметно улучшит иммунитет, улучшит общее состояние суставов и костей. Прям очень хорошее состояние. Татьяна Кустова. Добрый день, Андрей Андреевич. Пожалуйста, если утром ставить ритуальную защиту, как вы учили, то сколько по времени она действует? Целый день и ночь. Вы никогда не озвучивали, сколько она действует. Она действует день и ночь. Писали, что, как и все практики, 6 часов действует. Спасибо за ответ. Они не правы. Ритуальная защита, если ее поставить сегодня, будет действовать целые сутки. Если на второй день сутки и 10 минут, на третий день. Если человек ставит ритуальную защиту 3 года подряд, то после этого он ее может не делать 10 лет. Почему? 3 года достаточно, чтобы поставить ритуальную защиту и пользоваться ей на 10 или даже больше период времени. Если человек на протяжении своей жизни больше 10 лет ставит ритуальную защиту, и в этот момент у него, если это женщина, рождаются дети, то ребенок, который рождается у этой женщины, на всю жизнь получает ритуальную защиту, которую ставить ему не нужно. Вот так.